Всем привет! С вами Сюзанна, и сегодня мы будем тестировать вот такой вот просто офигенно милый набор карандашей. Причем от моей любимой фирмы Марко, и здесь написано Хрома. Блин, ну посмотрите, чего стоит только оформление этой железной упаковочки, ну такая же прелесть. Кстати, вы заметили, здесь написано Mango Color Pencils. Неплохо, нам подходит. С обратной стороны информация на английском языке и сводчи всех цветов. Как видим, этот набор полностью из пастельных оттенков. Ну что ж, давайте уже наконец-то открывать и смотреть, как выглядит все внутри. Этот основной белый цвет меня завораживает, выглядит максимально стильно. Давайте поближе покажу, как выглядит сам карандаш. Ставлю 10 из 10 за оформление, это просто вот моя любовь. Ну и раскрашивать этим чудом мы будем вот такой вот рисуночек. А ну-ка, напишите в комментариях, кто уже догадался, из какого аниме эта девочка, которая еще и подходит нам под сегодняшнюю цветовую гамму. На самом деле я долго думала, кого же нарисовать, чтобы подходило по цветам данных карандашей, и мне кажется, вот она самое, наверное, верное решение. Поэтому давайте прямо сейчас вместе с вами в этом убедимся, просто начав ее раскрашивать. Как раз таки, по сути дела, буду рассказывать о своих впечатлениях о данных карандашах, потому что такими именно карандашами я еще никогда не пользовалась. Возможно, они чем-то прям сильно отличаются от стандартных карандашиков данной фирмы, а может быть, и они точно такие же, кто знает. Ну, пока на 100% сказать не могу. Единственное, что я сразу же заметила при покрасе ее глаз, следующее потом лица, то, что они не такие мягкие, к которым я привыкла от этой фирмы. Вот знаете, обычные карандашики от фирмы Marco Super Writer, они такие прям мягкие, немного даже маслянистые. То есть, когда ты ими рисуешь в несколько слоев или просто сильно давишь на карандаш, то поверхность, она такая становится прям глянцевая. Здесь, к сожалению, ну или может даже к счастью, такого не происходит. Они такие немножечко суховатые, тем самым, ну, пастельные, да, как и было, в принципе, и заявлено на данной упаковке. Какого-то супер яркого оттенка мы никак не сможем добиться, даже если будем очень сильно давить на карандаши. И ни в коем случае я не говорю, что это плохо, наоборот, даже плюс, когда ты пользуешься не только этим набором, но еще какими-то другими, и тебе, например, не хватает такого светлого оттенка, чтобы им хорошо прям так затушевать. Вот эти карандаши будут просто идеально. Но если только ими раскрашивать, ну это только в некоторых случаях. Конкретно в этой работе плюс-минус подходят цвета, но все-таки некоторых мне не хватает, и я буду их заменять. Так что, ребят, не ругайтесь строго, это будет чисто в целях того, что у меня нет, ну, нечем их заменить. И я думаю, ничего страшного, как-нибудь попробуем выкрутиться, и я думаю, в итоге будет смотреться неплохо. Да и плюс, если вы, например, не смотрели данное аниме, вы даже не поймете, какую часть рисунка я раскрасила не тем цветом. Поэтому в данной ситуации мы лишь стараемся сделать все аккуратненько, прокрасить, сделать рисунку объем. Я, как видите, использую несколько оттеночков, то розового, то вот фиолетового, поэтому будем стараться делать все аккуратненько и мило. Насчет супер яркости, сочности и красочности рисунка я никак вам не гарантирую. Я давлю, в принципе, на карандаш так, как могу. Вот. И, ну, он средненький, да, вот именно пастельный получается. Вот такой вот нежный, пастельный. И, в принципе, достаточно симпатичный, на мой взгляд. Так, ребят, конечно же, нужно сказать пару слов насчет их качества, потому что я уже достаточно долго ими рисую и могу уже, ну, плюс-минус определиться, нравятся они мне или нет. Наверное, скорее всего 90 на 10, то есть 90% нравится, все устраивает, а вот 10% что-то не то. А именно это что-то не то, то, что они суховаты. Я такими карандашами не очень люблю пользоваться. Если присмотреться поближе, то все-таки видны небольшие такие штриховочки, и их придется как-нибудь размазывать, может ушной палочкой, или есть специально такие вот штуки, которые растирают простые карандаши. Не знаю, растушуются ли цветные, ну, наверное, должны. Но сегодня я это тестировать не буду, оставим так, как есть.
А вот если учитывать из того, что мне нравится, это то, что у них такая приятная цветовая гамма. Еще ими можно наносить несколько слоев разных оттенков. То есть бывает, если ты нанесешь конкретно так первый слой каким-то, вот, например, давайте возьмем за основу розовый, следующий слой будет немного темнее, но он как-то, ну, не наносится, он просто смешивается с первым слоем. И такое бывает очень часто. В особенности, если текстура карандашей такая маслянистая, то если вы нанесете конкретный первый слой, то второй слой будет просто скользить. А здесь мне нравится, что есть такой светленький оттенок, потом можно добавить темненький, вот волосы у нее получились очень даже красиво. Пусть не богаты на оттенки, я взяла только светлый и темный, но все равно они смотрятся достаточно объемными, такими прям мягкими. Не знаю, может быть, мне только так кажется. Может, через камеру как-то по-другому передает. Короче, напишите в комментариях, как вам понравился покрас именно ее волос, потому что над ним я старалась долго, чтобы было все аккуратненько, прокрашивать эти вот такие детальки, волосинки. Но, конечно, не то, чтобы я прям каждую волосинку прокрашивала, но я пыталась сделать более-менее ровную штриховочку. Чтобы она не была туда палка, вот, все так гармонично и аккуратно. Так, ну и, конечно же, над фоном я тоже думала. Хотела сделать его полностью зеленым цветом, то есть просто залить этим оттенком, но потом решила, что сам рисунок, он будет немного светлее, нежели этот фон, и он просто в итоге затеряется. Поэтому мы сделаем вот так вот, тени на одну сторону этим же зеленым оттенком. И немножечко моих коронных точечек разного размера. Мне кажется, вот сейчас на белом листке бумаги этот рисунок, хоть он не супер яркий, но все равно он очень сильно выделяется. И если бы я забила фоном, было бы уже совсем не то. Поэтому, ребят, что у нас осталось? Только доделать все белой гелевой ручкой. Конечно, куда же мы без моей любимой белой гелевой ручки от Сакуры? Я купила себе десяточку и довольна ею на все 100. Это самый толстый наконечник, он вообще никак не припинается. Рисует и по карандашам, и по восковым карандашам, и по краскам. Короче, по всему чему угодно. Просто идеальная ручка. Раньше я пользовалась 0,5, 0,8, но десятка это что-то с чем-то. Поэтому давайте быстренько все ею доделываем. Ну так, немножечко бликов на волосы, хотя их не особо сильно видно, но мне кажется, что ну на процентов 20, ну может 15, все-таки рисунок смотрится получше, как-то поярче и выделяются некоторые контуры. Поэтому и в данной ситуации белая ручка нам немножечко помогла. И в итоге вот такой вот миленький результат у нас получился. Давайте, как всегда, покажу немного поближе. На самом деле я очень старалась, пусть некоторые цвета заменила, но мне кажется, ей и так, в принципе, очень даже идет. Кстати, карандашик с телесным оттенком, он просто замечательный, я 100% буду использовать его в дальнейшем. Так, ну а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам вот такой вот результат с данным набором карандашиков, понравился, либо же нет. И напишите свою оценочку от 1 до 10. Ну а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока.